больших очередей на E3 и самое большое количество наград есть у Mirror's Edge Catalyst. Как ни странно, это не сиквел, это не Mirror's Edge 2. Это нужно понимать. Это абсолютно новая игра, в которой все, что было неправильно сделано было в оригинальном Mirror's Edge, сделано с точностью наоборот и абсолютно правильно. А все самое хорошее возведено в квадрат, в куб, я не знаю. Я только что провел с ней 20 минут и остался в полном, просто в полном восторге. Это одно из самых сильных впечатлений выставки и одна из самых ожидаемых игр 2016 года для меня. Одна из вещей, которая меня раздражала в оригинальном Mirror's Edge, что по стилистике, по музыке, это очень было похоже на киберпанк, но по факту игра, да, ее вселенная им не являлась. Некоторые мотивы висели в воздухе, но в целом это была такая вот игра про повседневность на, не знаю, там 10 лет вперед. Наконец-то вот сейчас это перезапуск, все это фигню забыли. Теперь реально киберпанк, злые корпорации, одиозный злодей, киберполицейские, все, хай-тек город, офигительно выглядящий хай-тек город. Все просто вот, ну, как я люблю. Божественная, конечно же, музыка, и все это в открытом мире. Это самое офигенное, наверное, что они могли сделать, потому что, ну, вы знаете, я уже задолбался, меня бесит уже игры в открытом мире. Но вот в таком варианте, когда ты по этому миру, перемещение по нему выглядит неким, ну, челленджем для тебя, ты должен паркурить по-настоящему. Это, мне кажется, то, что надо, то, что Mirror's Edge, вот его концепции с паркуром не хватает. Это круто, потому что, да, вместо того, чтобы создавать уровни с какими-то челленджами, как в первой части, они, по сути, создали систему, в которой ты постоянно бежишь, прыгаешь и постоянно получаешь удовольствие от главного в Mirror's Edge, это именно паркура. Ну и вместе с файтингом, естественно. Паркур в управлении упростили. Теперь, как в Assassin's Creed, есть вот кнопка, отвечающая за движение вверх, и кнопка, отвечающая за движение вниз. Это, на самом деле, не сильно отличается от того, что было, но гораздо больше автоматики появилось, то есть гораздо более интеллектуально Фейт бежит. Это очень приятно. Файтинг тоже, в общем, на одной кнопке, но дико зависит от того, как ты, с какой стороны зайдешь, как ты там прыгнешь в полете или отскочишь от стены. Таким приемом, да, там Фейт своего врага и прикончит. И это безумно интуитивно выглядит, безумно круто вообще смотрится, как настоящий боевик. В самые крутые моменты, которые ты создаешь, камера начинает показывать драку со стороны, когда там Фейт делает какое-то добивание. Вообще выглядит просто фантастически, очень круто. При том, что мне надоели игры в открытом мире, повторюсь, это выглядит интересно. Так же, как вот я недавно такой про Ghost Recon говорил. Здесь это, ну, реально может пойти на пользу, и мне даже было интересно выполнять забежки на время, как, собственно, они в оригинальной игре были. Но учитывая, что это в открытом мире, что ты, в принципе, запоминаешь по ходу карту, все это интересно. Я вот реально 15 минут играл, тот кусок города, который мне дали побегать, практически выучил наизусть. Интересно, что ты, когда выбираешь маркер на карте, да, куда тебе идти, синим и красным элементы и желтым начинают подсвечиваться, как в оригинальной игре, автоматом. То есть это такой GPS местный, такой встроенный в голову Фейт. С точки зрения вселенной это, кстати, тоже объясняется. И там в опенинге дают специальный чип, который настраивает ей дополненную реальность. По сюжету происходит оригин героини, то есть мы узнаем, как она стала таким, да, хай-тек-курьером и борцом с системой. В общем, выглядит безумно интересно. Музыка потрясающая, геймплей офигительный. Одна из лучших игр выставки. С нетерпением ее жду. This city is changing, and not for the better. Unless, of course, we stop it. You on the ground now! Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, если еще этого не сделали. Ставьте лайки. Больше лайков, больше желания переть за 10 тысяч миль и делать вот такие вот репортажи. Увидимся.